Задача построить кривые, проходящие через заданные точки. Это часто бывает нужно сделать при построении сетки кривых, когда кривыми описывается каркас будущей поверхности. И построив кривые в одном направлении, нам нужно построить кривые в поперечном направлении. Давайте попробуем это сделать. Пусть у нас будет две кривые поперечные, ну, плюс две крайние. Разобьем кривую на три равные части и по этим точкам построим пересечение. Можно построить обычный плейн, который будет рассекать кривые. Скопируем его на точке. Этот удалим. И возьмем пересечение. Точки эти пока удалим. Выделим все. Пересечение. Вот мы получили точки. Плейны уберем. И нам нужно построить кривые через них. Стандартно берем инструмент Curve Interpolate Points. Строим кривые. И что у нас получается? Во-первых, давайте посмотрим кривизну наших основных кривых. Они у нас все пятой степени с 6 контрольными точками. То есть представляют у себя один сегмент. По одному сегменту на кривую. Так называемые односпановые кривые. То же самое мы хотим и от секций. Чтобы это был один спан, то есть пятая степень и 6 контрольных точек. Что у нас получается по умолчанию? Третья степень, 6 контрольных точек. Здесь то же самое будет и здесь. Третья степень была задана в настройках инструмента. Сейчас мы это исправим, но посмотрим сначала на график их кривизны. Давайте вот этот скроем, чтобы он не мешал. Вот, то есть кривые у нас кривые в прямом смысле. Вот эти изломы это последствия третьей степени. То есть там, где проходят стыки спанов, сегментов, получаются вот такие как бы изломы. На поверхностях они почти незаметны, вот, но все равно, то есть третья степень, она не позволяет строить идеально гладкие переходы. Все-таки какие-то стыки обычно остаются заметны. Удалим эти кривые и перестроим тем же инструментом, только в опциях зададим пятую степень. Попробуем их перестроить, посмотрим, что у нас получится. Берем первую кривую, что у нас пятая степень, 9 контрольных точек. То есть опять же у нас получилось несколько сегментов. И здесь то же самое. Смотрим на их кривизну. Вот это почти хорошая. Ну, конечно, вот эта вот впадина здесь на графике, ее нежелательно, чтобы она была. Вот. А здесь все гораздо хуже. То есть кривая изогнута в двух, в трех даже направлениях. То есть идет основной изгиб наружу, потом она немножко вогнута внутрь и к концу опять начинает изгибаться наружу. Поставим себе задачу построить кривые пятой степени с 6 контрольными точками, то есть односпановыми. У них должно быть не 9 контрольных точек, сколько получается по умолчанию, а 6. И здесь, и здесь. Должны соблюдаться все пересечения, и график кривизны должен быть ровным. То есть кривые должны быть изогнуты только в одном направлении. Весь график должен находиться снаружи кривой. В идеале он должен быть без вот таких вот прогибов. Он должен ровно идти от начала, нарастая на изгибе и плавно снисходя на концах.
Как мы этого можем добиться? Ну, то есть, если мы просто по умолчанию сделаем ребилд в 6 контрольных точек, естественно, у нас изменится форма, у нас уйдут пересечения. Этого мы делать не можем. То есть, вручную подтаскивать контрольными точками сюда, это, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Удалим пока эти кривые. Разберемся с опциями инструмента Curve Interpolate Point. Давайте начнем с одного. Пускай, допустим, начнем с этой кривой. Выделим точки. А теперь несем их на красный слой. Перейдем на него. Все остальное спрячем. Откроем вид спереди. Итак, вот через эти точки нам нужно построить профильную кривую. Не нравится мне, что оно красное, пусть оно будет черное. А точки мы принудительно покрасим в красное. То есть эти точки мы не имеем права смещать. Трогать мы их вообще не можем. Можем даже заблокировать, но они нам понадобятся. Но смещать никуда мы их не можем. То есть они фиксированы. Это места пересечения с нашими базовыми кривыми, которые нам менять не нужно. Опции инструмента Curve Interpolate Point. То есть выбирается степень кривой. Так, у нас пятая, значит будем работать в пятой. Сразу скажу, то, что мы будем делать с третьей степенью не прокатит. У нас есть здесь опция Nodes. Три варианта: Uniform, Chord и Square Chord. Что они делают? То есть по умолчанию обычно выбрана хорда. Позволяет строить, то есть кривую, довольно мягко перетекающую от точки к точке и не сильно чувствительную к увеличению расстояния, если точки будут стоять неравномерно. Вот, строит кривую, состоящую из нескольких сегментов. То есть сколько раз мы нажимаем, сколько точек ставим, столько спанов у нее и получается. Опция Square Chord, в принципе, то же самое практически. Вот, но она позволяет делать еще более плавную кривую. То есть она уже, ее легче контролировать. Она не так изгибается, извивается. Вот, и можно описывать такие более плавные поверхности. Она вообще почти не чувствительна к увеличению расстояние между точками. То есть вот мы ставим точку далеко от края, и она рисуется плавная. Также эта кривая, да, состоит из, тоже здесь получается куча спанов, куча сегментов, много контрольных точек. Вот эти контрольные точки, эти сегменты нужны как раз для получения такой плавности при построении. И опция Uniform, которую никто не любит, она позволяет более-менее контролировать кривую только если точки строятся примерно на одном расстоянии друг от друга, потому что если куда-то уходить, она начинает сильно извиваться, завязываться узлом, то есть и что-либо ей построить, как бы получается, то есть описать куда-то точную форму ей получается сложно. Но в чем ее преимущество? Вот сколько раз мы, 6 раз клацнули, она получилась вот такая вся извитая. Мы смотрим ее параметры. Это один сегмент, это один спан, пятая степень, 6 контрольных точек. Как мы ее не скручивали, сколько точек не ставили, у нас получился все равно один сегмент. Да, математика Рина тут просто в узлы завязала контрольные точки реальные, чтобы именно получить вот эту форму из одного сегмента. То есть Рина делает все, что можно и все, что нельзя, чтобы получить один сегмент из этой вот. То есть до 6 раз мы можем нажать. Пятая степень это 6 контрольных точек. Вот до 6 нажатий у нас получается один спан. Первая часть задачи, которая нам нужна построить кривую через наши точки, состоящие из одного сегмента.
Вот как раз опция Uniform для этих целей и служит. Строим, проверяем кривую. Пятая степень, 6 контрольных точек. Замечательно. Смотрим, что у нас с кривизной. Тут и без графика видно, что вот здесь она завернута в другое направление. То есть выгнута наружу и немножко начинает быть выгнута внутрь. Откроем график. Как бы так оно и есть. Но форма, кстати, вот сказать, очень-очень плавная, гладкая из-за того, что это все-таки один спан, один сегмент. То есть она очень вся плавная, но нам нужно избавиться от этого перегиба, не трогая вот эти точки. Как нам это сделать? То есть контрольными точками мы это сделать не можем. Редактируемыми точками, соответственно, они у нас не совпадают в местах наших точек. То есть вряд ли они когда-либо совпадут. А если мы их будем принудительно как-то сдвигать, ничего хорошего тоже не произойдет. Вот этими точками мы тоже не можем влиять на форму кривой, вернее на форму мы можем влиять, вот, но мы будем уходить от наших заданных точек. Что делать в этом случае? В этом случае нам приходит на помощь запись истории. Вот она здесь уже включена. Кстати, она вот стоит галочка Always Record History. Обычно она выключена. Я вот сейчас забыл выключить. Но нам как раз история нужна. Вот пусть она будет выключена, будем включать ее вручную. Итак, нам можно, используя запись истории, привязать кривую к точкам. И затем уже, когда кривая построена, двигая точки, будет смещаться, двигаться, изменяться и вся кривая. Вот этим фокусом мы воспользуемся. То есть, ну, вот эти красные точки мы трогать не можем, да, они жестко, то есть это наши секции продольных кривых. Значит, нам нужно поставить какие-то другие произвольные точки, которыми мы и будем все это менять. Берем просто точку и ставим куда-нибудь на кривую. То есть у нас перегиб как бы здесь, как бы просится поставить точку сюда, да, но тут, скорее всего, ее нужно будет поставить немножко раньше, потому что этот Uniform, он такой очень сложно податливый, как бы немножко по-другому все работает. Сейчас посмотрим. Ставим, вот как раз есть тут mid. Ну, не обязательно mid, в любое место ставим. Если что, мы сейчас исправим, все переделаем. Кривую удаляем. Включаем запись истории и идем в инструмент, только уже не Curve Interpolate Point, а вот по правой кнопке вылезла подсказка Curve Through Points, кривая через точки. Это по сути то же самое, вот, только мы не щелкаем, как здесь в местах, да, где нам нужна кривая, а мы правой кнопкой кликаем, выбираем, включаем запись истории и выбираем, вместо того, чтобы кликать в местах точек, мы просто выбираем существующие. И настроить то же самое по ним. Те же самые опции, степень, uniform, все то же самое. Вот, кривая построилась, теперь уже с учетом нашей промежуточной точки. Проверяем ее, смотрим, все, это один спан, 6 контрольных точек, пятая степень. Включаем график кривизны. И теперь что происходит? Двигая точку, мы меняем всю форму кривой, сохраняя пересечение в нужных нам местах в остальных точках. То есть вот так вот двигая, мы просто меняем кривую. Причем можем ее хоть в узел завязывать, она всегда останется одним сегментом. И у нее всегда будет пересечение с нашими профилями в нужных нам местах. Возвращаем назад. И нам нужно добиться ровной формы, то есть ровного перетекания кривизны в одном направлении. Мышкой это делать сложно. Просто стрелочками с клавиатуры двигаем вот так. Просто стрелочками это как бы грубо. Шаг настраивается, есть в настройках. С зажатым контролом шаг настроен в 10 раз меньше. То есть делаем как-то вот так, но все равно мы полностью добиться не можем. Да, здесь у нас... Хотя нет, у нас пересечения нету. Вот, но вот эта ямка тоже нам не нравится, но все равно это уже лучше, чем то, что было.
Можно попробовать поставить точку в другом месте. Вот мы сейчас сделали какую-то форму кривой, да, более-менее уже ровнее. Точку удаляем. Ставим точку, например, здесь. Попробуем вот этим местом ее отредактировать. Удаляем. Включаем запись истории. Правой кнопкой инструмент Cursor Points. Можно, чтобы не по одной клацать, сразу выделить все. Подтверждаем. График кривизны. В принципе, у нас все то же самое осталось. Попробуем поменять теперь с этой стороны. Вот все равно у нас не получается, она остается немножко прогнута. Вот можно проверить, у нас вообще в принципе это будет возможно. Возьмем, допустим, инструмент линию и проведем просто вот прямую через нее. То есть получится. То есть если бы эти точки стояли на одном уровне, там примерно на одном уровне, да, то это уже было бы сложнее. А так как тут все равно, то есть эта точка стоит выше, чем вот эта, то есть здесь у нас есть изгиб вверх. Вот он получится. Нас это сделать. Кривая нам прямая не нужна. То есть, чтобы она здесь вот этот вот испадание убрать, то есть кривая должна, наверное, немножко более как бы круто зайти вот сюда, чтобы здесь она была изогнута в одном направлении. Точку эту удалим, попробуем поставить точку вообще вот где-то здесь посередине. Удаляем кривую, выделяем точки, запись истории. Давайте сейчас так нажмем галочку всегда записывать историю, потому что будем сейчас, наверное, много раз это делать. Каждый раз не клацать. Вот, форма кривой у нас сильно изменилась. Тут прям такой прогиб явно опять появился. Включаем. Вот она опять перегнулась. То есть вот эта точка внесла свой вклад. Но ничего страшного, мы всегда можем вернуться к тому, что есть, просто удалив эту точку и перестроив. Вот сейчас мы пробуем, с какой стороны можем изменить. Вот здесь, кстати, она вот пошла выравниваться. И вот получилось уже у нас лучше того, что было. График кривизны уже весь идет сверху. Вот. Но здесь как бы небольшая. Все равно кривизна осталась. Попробуем от нее избавиться. У нас есть 6 точек, да, чтобы получился один сегмент, мы можем до 6 точек использовать. У нас здесь 5, то есть мы можем еще одну поставить. Поставим, допустим, еще одну точку сюда. Удаляем и перестроим кривую уже с этими по 6 точкам. Смотрим график. Попробуем подвигать вот эту точку. Во. Вот это то, что нам нужно. Очень, даже с зажатым контролом, то есть меняется, даже не видно, чтобы кривая смещалась, чтобы точка смещалась, но вот настолько сильно она влияет на итоговую кривизну. Но вот такой результат уже интереснее, то есть плавное нарастание кривизны с самого начала и возврат. Вот. В принципе, можно так и оставить. Можно попробовать, что нам еще даст эта точка. Изменения. Вот мы сделали еще чуть поровнее, то есть график более немножко выше поднялся над этой. То есть у нас здесь плавное скругление идет до этой точки и дальше пошло по нарастающей. Все, окей, мы получили то, что хотели. Все, наша кривая профильная соединяет все кривые. Да, здесь получился такой резкий как бы подъем. Может быть, хотелось бы, чтобы он был более плавнее, но тогда нужно придется чем-то жертвовать. Либо это будет кривая, состоящая не из одного сегмента. Это какая-нибудь кривая как раз с опциями хордов позволяет делать ее плавнее, но у нее будет больше контрольных точек. То есть что нам нужно? Мы собираемся, нам просто нужно воспроизвести какую-то форму. И не важно там на количество сегментов. Либо, допустим, если мы собираемся строить вообще всю поверхность, как бы односпановую, как, например, если там стремимся к классу А или что-то такое, то есть нам важнее, чтобы кривые стояли из одного сегмента. Вот. А кривой, которая бы была более пологая и проходила бы через все эти точки и состояла бы из одного сегмента, наверное, просто математически не описать. Можно, конечно, еще поиграться с точками с этими, то есть эту
Ну, нужно пробовать перейти на вид справа, допустим, опять же, включить график кривизны, подвигать эту точку, допустим, если это сильно долгая форма, допустим, сделать как-то так, эту точку, например, поставить не здесь, а здесь, там, и поиграться с формой, то есть можно это еще что-то сделать, но вот в таком виде она получается, ну, очень плавная просто. Переходим ко второй кривой, да, она у нас, так, где она у нас спрятана, не кривая, вернее, точки, так они у нас здесь, да. Давайте тоже их, пусть они будут, чтобы не запутаться, красным цветом покрасим их. Это спрячем. На вид спереди. И пробуем строить, что у нас получается здесь. Правой кнопкой. Видно, что да, есть небольшое сгибание в другую сторону. Наш график. Ну, здесь все, я думаю, должно быть еще проще. Я думаю, одна точка здесь нам все исправит. Либо здесь даже. Пробуем. Поставим точку вот здесь. Вот прям можно посередке. Кривую удаляем, перестраиваем. Добавляем и пробуем этой точкой ее поменять. Да, вот все, легкое смещение точки вниз, и у нас все уже стало на свои места. То есть, можно это регулировать, может, то есть, чтобы она шла вообще там как бы с нуля выходила. То есть, допустим, ну вот нам нужно, допустим, что кривизна вообще начиналась плавно с нуля. Допустим, когда это бывает нужно, если у нас здесь идет продолжение, ну, если у нас здесь идет прямая, вообще прямая линия, полностью прямая первой степени, как бы входит в нее, и нам нужно сделать бленд отсюда в прямую линию, нам нужно как бы изначально подстроить, чтобы график кривизны выходил почти с нуля, тогда будет еще лучший результат. Идем в настройки, Modeling Aids, ну, лучше здесь мы ставим смещение по стрелочкам с клавиатуры, то есть при Ctrl стоит у нас 1/100. Ставим 1/1000. И мы сейчас будем, и теперь при нажатии Ctrl, то есть она вообще вот еле-еле меняется. Увеличиваем сюда и с нажатым Ctrl вот так уже пересекает. К примеру, так уже идет вообще практически с нуля. Вот, допустим, нам нужна такая форма этой кривой. Все. Наш первый профиль, наш второй профиль. Можно все их перенести в один слой. Еще раз перепроверяем графики кривизны всех кривых. Все у нас ровно, все у нас выгнуто в одном направлении. И готово уже для постройки поверхности. Как строить поверхности по ним, это уже вопрос отдельный. Можно попробовать заодно построить уже, возьмем просто Curve Interpolate Points и по краям. Ну, здесь они почти в одном уровне, должно быть все гладко. Покажем график. Здесь у нас все ровно. Вот таким образом у нас готов каркас для наших поверхностей. И теперь, если нам нужно что-то в нем вдруг изменить, мы можем взять по этим же точкам перестроить и вот эти кривые. То есть взять все пересечения, включить запись истории, перестроить с помощью Curve Through Points всю полностью сетку. И у нас получится тогда эффект, что мы двигаем одну точку и меняется вся сетка. Ну, сейчас он ругается, что мы это не построили. Давайте так, у нас плоскости. Давайте это, в принципе, сделаем. Так, давайте вот эти точки удалим.
Эти оставим. Так, у нас на этом слое они, да? Кривые эти удалим. Удалим, да, и построим еще точки на концах, чтобы привязка истории работала. Все, вот наша сетка уже из точек, эти кривые тоже удаляем. Так, запись истории стоит, и строим поверхности просто правой кнопкой, вернее не поверхности, кривые. Вот так вот быстро все прощелкаем. Вот у нас готов каркас. Вот у нас перестроенный каркас заново. И теперь, если мы двигаем какую-то одну точку, у нас меняется сетка, все пересечения остаются. Все кривые у нас в одном спане с 5-й степенью. То есть можем даже очень там экстремально менять. Ну, такого как бы на практике нет. Только это если какую-то органику строить. Ну, кстати, да, если какие-то такие очень перетекающие поверхности, какая-то органика, вполне можно вот такой сеткой описывать поверхности. То есть, ну, это уже прям совсем экстремальный случай, но почему нет? Мы можем построить даже вот, допустим, да, тот же Curve Network, да, вот взять. У нас получится вот такое вот прям все изогнутое. И у нас получаются точки, лежащие на поверхности. На поверхности. Мы ими можем регулировать саму поверхность. Берем точку, допустим, вытаскиваем ее вверх, и у нас меняется вся поверхность. То есть можно кнопочками. На виде перспективы вверх-вниз это кнопки Page Up, Page Down. Стрелочки будут работать по U и по V направлениям. А Page Up, Page Down это уже вверх, то есть получается направление. То есть вот Page Up нажимаю, то есть точка двигается вверх. То есть таким образом можно их с шифтом будет сильнее двигаться. Да? Вот можно просто брать точки и регулировать, менять поверхность по точкам. Вот такой вот способ используется иногда, когда нужно описать сеткой кривой какую-то поверхность, какой-то меш, когда строится каркас будущий. Ну вот, и, допустим, если нам поверхность нужна чистая, там, с одного сегмента, односпановая, и, соответственно, кривые тоже из одного сегмента, и нужно соблюсти все вот эти вот пересечения. Вот, нужно контролировать график кривизны уже вместе при построении. То есть, ну, сейчас он ушел, понятно, мы точки подвигали. Можно вот его, двигая точки, то есть возвращать, наблюдая график кривизны как бы сразу вот в реальном времени.